Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами топом своей подборкой страшных историй про домовых. Вы мне их очень много рассказали, поэтому я просто не могла упустить такой шанс. И первая история будет от моей подписчицы Маши. Спасибо, Маша, тебе большое за доверие, что разрешила мне рассказать свою историю. И слушайте ее сообщение. Привет! Мои родственники живут в Волгоградской области. У них большой деревянный дом, которому уже более 100 лет. Рядом с домом есть небольшой садик, двор и огород. Как и во многих старых домах, есть у них и домовой. О нем и пойдет рассказ. Домовой показывается очень редко, причем в каждом поколении он выбирает человека, вот ему на глаза иногда и приходит. Сама я его видела только один раз. Тогда мне было 8 лет. Я после окончания 1 класса приехала на лето в гости в этот самый прекрасный дом. Как-то раз я проснулась среди ночи и смотрю, на коврике около кошки Василисы сидит какой-то крошечный старичок в виде гномика. Одет он был в какую-то старомодную одежду, как на картинках, где изображают крестьян. На нем была подвязанная рубашка, лапти и штаны. Завершали образ морщинистое лицо и длинная борода. Увидеть все в таких деталях мне помог ночник, который я всегда оставляла на ночь. Так как я была очень маленькая и боялась спать одна в комнате, мне, как городской неженке, разрешали оставлять этот ночник. И вот сидел этот диковинный старичок возле кошки, гладил ее и что-то ей шептал. Кошка была старая и больная, и мы даже думали, что она скоро умрет. Если честно, я в этот момент безумно испугалась и залезла с головой под одеяло, так и уснула. Вечером мы с семьей пили чай с пирогами, и я решила рассказать ночной случай своей кузине, которая, как и я, гостила у нашей бабушки. Но бабушка совсем не удивилась моему рассказу и сказала, что это домовой был, он помогает с животными, вот и кошке полегчало. По словам бабушки, домовой живет в доме с того самого момента, как построился дом. Он помогает со скотиной, иногда присматривает за маленькими детьми и старается помочь хозяевам. При этом он очень строг, не выносит беспорядка на кухне, не любит пьяных. А дальше бабушка рассказала нам пару занятных историй. Как-то в послевоенные годы легла тогда еще молодая бабушка спать, а проснулась от того, что кто-то ее душит, дышать было совсем нечем. Открывает глаза и видит перед собой только густую бороду и 2 руки. Еле-еле она смогла прохрипеть: «К добру или к худу?», на что получила ответ: «К худу». А спустя несколько дней получила известие, что ее брат, которого она ждала с войны, погиб. В другой раз она проснулась от того, что ее кто-то бьет по лицу. Домовой опять сказал, что к худу, а на следующий день сын бабушки, дядя Саша, мальчик лет 10, упал в прорубь и так застудился, что еле-еле откачали. Аналогичным образом домовой рассказал и о грядущей смерти одного из сыновей бабушки. Но был домовой и не только печальным вестником. Однажды разбудил он бабушку и закричал, что начался пожар. Пожар был пока не сильным, и его быстро удалось потушить, и никто не пострадал. Дважды домовой сказал «к добру», и это предшествовало свадьбе 2 сыновей бабушки. Еще он помогал и лечил заболевший скот, а как-то бабушка видела его около грядок, и у них был хороший и вкусный урожай. Видела его бабушка довольно часто, раз в неделю, иногда реже. Называла она его Иваном Ивановичем и каждый раз оставляла ему блюдце с молоком. Иногда домовой был не в духе, и тогда он мог прятать разные вещи. Как-то этот проказник спрятал дедушкины часы, а вернул только спустя 3 дня. А еще он любил подкладывать лук в обувь, не знаю почему. В моих кроссовках я нашла однажды целую луковицу. Вся семья относилась к Ивану Ивановичу очень уважительно, с почтением, хотя и удивлялись, почему он только бабушке на глаза показывается.
А вот сестру бабушки домовой недолюбливал. Она была дамой с непростым характером, замуж не вышла и работала учительницей в деревенской школе. Домовому не нравилось, что сестра бабушки могла оставить беспорядок на рабочем столе или на тумбочке. До того не нравилось это домовому, что он мог сбросить все тетрадки или гребешки для волос на пол. Прятал он и перо для ручки, и любимые ленточки для кос, а возвращал спустя несколько дней. Когда дедушка Саша был маленьким, видел он и домового. Говорит, что иногда домовой просто сидел ночью в детской комнате, мог поправить одеяло на кровати малышей. Иван Иванович предупреждал о разных событиях и свекровь бабушки, а после ее смерти выбрал главной бабушку нашу. Одним словом, Иван Иванович – это еще один член нашей семьи, помощник, которого все любят и уважают. Эта история поразила меня до глубины души, и, если честно, мне даже не верится, что такое в принципе может быть. Но моя бабушка тоже видела когда-то домового, да, он не проявлялся настолько сильно, как в семье у Маши, но тоже она как-то заметила, как кто-то пробежал, причем она была не в полудреме даже, а просто лежала, отдыхала закрытыми глазами, открыла глаза и вот увидела такое. Так что в жизни всякое бывает, я ничего не исключаю, поэтому приступаем к следующей истории от моей подписчицы Кати. Мы с подругами снимаем квартиру, в ней ничего страшного никогда не происходило. Но однажды ночью, когда мы с моей подругой ложились спать, а было часов 12 ночи, мы с ней спим в одной комнате, но на разных кроватях, а другая наша подруга спит в другой комнате. Та подруга, которая спит отдельно, приходит где-то в 2 часа ночи, вся в панике и начинает нас будить. С дрожью в голосе и в панике она начинает говорить: «Вы не вставали?» Ну и мы ей объясняем, что нет, мы спим, не вставали. И вдруг она как зомби начинает говорить, что у нас в комнате кто-то ходит и в коридоре, но я ей не поверила и уложила ее спать. Ложусь на кровать, начинаю сама себя накручивать, не могу уснуть. Проходит буквально минуты 3, и я слышу, как на кухне со стула как будто встает человек и идет по коридору. Дверь в нашей комнате была открыта, и я очень сильно испугалась и закричала на всю квартиру. Подруга проснулась и успокаивала меня, но тут же уснула, а я не могла заснуть до 3 часов ночи. Не знаю, что это такое было, но заходить в квартиру я теперь боюсь. Мы уехали на каникулы домой. Что будет дальше, я не представляю, но теперь мне очень страшно, и я боюсь находиться в той квартире даже днем. А еще девушка сказала, что они уверены, что это был домовой, и он не хочет, чтобы они больше жили в той квартире. Я очень надеюсь, что у девочек все сложится лучшим образом, они найдут себе потрясающую квартиру. И, конечно же, больше никогда не столкнутся с этим. И последнюю историю написала мне моя подписчица Владлена прям в комментариях на ютубе, так что я думаю, многие ее видели, и она прям очень коротенькая, маленькая. Слушаем. Даша, привет! Я бы очень хотела, чтобы ты рассказала мою историю. Она очень мистическая и произошла со мной в реальной жизни. Мне тогда было где-то 4 или 5 лет, и я играла с маленькими игрушками из киндер-сюрприза. Рядом со мной на двери висел домовой, игрушка такая, и я просто отвернулась посмотреть на телевизор, посмотрела назад и увидела, что одна из моих игрушек переместилась дальше. Я посмотрела на эту игрушку домового, и она шаталась. Родители никак не могли тронуть эту игрушку, и животных дома не было. Вот такая моя ужасная история, и я очень сильно испугалась в тот момент. Ну что ж, это все истории про домовых на сегодня. Обязательно ставьте лайк под этим видео и заспамьте комментарии, если хотите, чтобы страшные истории выходили чаще. А то что, все влоги да влоги. В общем, всем спасибо за просмотр. Я вас очень люблю. Целую, обнимаю каждого.
Не забывайте ставить лайки, то есть классы. И до скорых встреч. Я жду все ваши страшные истории у себя в Инстаграме, ссылка будет в описании. Так что если вы хотите, чтобы именно я рассказала вашу историю, обязательно отправляйте мне их в директ. Я там их все читаю, все обязательно рассказываю. Ну и можем с вами еще просто пообщаться. Все.